Оце треба було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Только за основу одну сборку возьми, это Пенталова. Ну, в принципе, можно. Можно так и сделать. Так, есть аптечка. Тут есть у нас, в принципе, прикольные два билда. Антимага здесь нету, к сожалению. Хотелось бы через антимага, но раз антимага нет, можно, в принципе, через другие билды. Можно через крутилочку. О, через морских, как гритеров. Не, так не получится. Я так не смогу даже никакое место занять. Тут есть, в принципе, охотник. Можно через охотника начать. Привет, привет. А, Мамора нет. Так бы сирену туда ему через морских. Привет, записываешь? Да елки-палки, какой стирм? Ну, морских не всегда получается, особенно в лете. Я так понимаю, шар это с тупым названием получения скина. А второй предмет как еще раз? Шар бездны и антимаг. Антимаг это не предмет, но тоже очень хорошо помогает законтрить всех. Сейчас нет смысла играть в 4 бафов. Пишешь, что такой же баф, как от 2. Нет, там 2 бафа, они суммируются. Поэтому есть смысл. Пожалуйста. На охотниках можно было бы поиграть, в принципе, кстати. Но воины законтрят меня, если я ведьмаков не поставлю. А кого кирить мне, соответственно... Вот один Дум может законтрить. Надо что-то подумать, какой такой можно собрать. Ну, в принципе, антимаг, манкикинг и все такое. Про легендарную цветы не забывай в катке. Забуду, ну и в баню. Я в нее не верю. Понял, клятва гнома. У клятва гнома все, есть все то, что мне надо сейчас. Вот. Все, стартуем мы с вот этого. С вот этого. Вот так вот. Вот так вот. Так, стартуем мы с этого мы начинаем, с этого мы играем, идем. Дальше как мы делаем? Мы, в принципе, можем что сделать? Мы можем перестроиться в инсектоидов, в принципе, можно на мете сыграть. Привет, Антон. Можно в инсектоидов сыграть, а можно сыграть через дубликаты. Кстати, Letting Play, ты мне помог. Можно даже определиться прямо сейчас. Можно ты убьешь его? Я понял, я сдох. Тварь. Возьму-ка я, наверное, 150 хп. А можно, в принципе, через волшебников сыграть. Через магов-волшебников, через воинов. Да панда это... Ай, была не была. Поехали. Раз живем, надо кайфовать. Нет Маморы. Маморы нету, да. Тут, в принципе, можно некоторые другие билды играть. Есть аптечка зато. Через аптечку можно спокойно играть. Я же говорю, можно попробовать через аптечку и легендарные дубликаты. Это будет сильно. Хотя легендарные дубликаты тут какие? Ну тут слабые легендарные дубликаты. Только тайды всякие. Есть у меня еще один билд. Это боги через Лину. 3 звезды. %8% это уже серьезно. Согласен. 8% это тебе не шутки. 6 красных орков через Морфа Керри не актуально сейчас. Вроде инсеки не проблема. 6 красных орков через Морфа Керри. А какого Морфа Керри? Зачем Морф Керри, если можно Джаггернаута Керри сделать?
А панда сейчас только из легендарок Тайда может дать. Потому что у тебя только охотники. Нет, у меня аж есть орки, у меня аж есть вертолетик, у меня есть... Короче, воины, панды, орки, охотники, дворфы. Тролль такой, да-да-да, я слабая легендарка. На самом деле считают, что тролль такая 50-50 легендарка. Чисто тренд в двойку, импакта больше. Если тролль легендарный придет, и у тебя есть ну, все для этого, то в принципе да, это обалденный герой. Только вот у меня, допустим, сейчас Мирана не смогла вынести из-за тренда в двойку. Все, пандочка постояла, ничего не принесла, скипаем. Надо клевер. Это мы скипать не будем, это плохо будет, если я скипну хоть разочек. Нельзя скипать, если что, это талисман. Слишком имбовая тема. 6 охотников на 7 раунде. Есть люди, которые на 4-м и на 5-м раунде это вытаскивают. Мне сейчас, скажем так, повезло. Кстати, а давно, когда тренд умирает, отхил пропадает? Я что-то этого не помню. Оу май. Оу май. Фронтлейн слабый, да. Стенка у меня слабая. Просто понимаете, меня могут сейчас законтрить любые воины. А тут как минимум как минимум два уже есть воина. Инсектоид, кстати, есть, вот. Да, но я же говорю, тут 2 воина уже собирается. Для того, чтобы мне 2 воинов вынести, мне надо либо мантия 4-го тира, либо же ведьмаков. Слишком легко контрить этих хантов. Слишком. Ну, баф нежити просто будет не дебафать орка этого. А вот нежить, кстати, хорошо идет. Вот если так подумать, то нежить довольно-таки хорошо идет. Кирик Ватан, привет-привет. Сколько там, 20% дебафа? Ну, пусть пока постоит. Стенка слабая. Так я же говорю, что меня в любом случае вынесет воин. Для меня огромная проблема это будет воин. Тут даже 6 морских можно поставить. Посмотрим сейчас. Короче, пока что посмотрим. Если он будет играть через волшебников, то что я, по крайней мере, вижу. Вот, видите, Вейлс. Если он будет играть через волшебников, то туда 100% надо будет ставить ведьмаков. Либо же, мне повезет, мне придет Манки Кинг, мне придет Мантия 4-го тира и все. И игра удалась. 9 нежити и Кири Разор. Не, я в 9 нежити и Кири Разор не особо играю. Кстати, на всякий случай возьму. Можно было бы реально через нежить сыграть. А, ну тут, в принципе, слабенько будет. Через нежить. Есть у меня одна идея. Как смотрите на то, чтобы перестроиться в богов-жрецов? Играть сейчас на охотниках и перестроиться потом в богов-жрецов. Я думаю, идея хорошая. Пока что играть на охотников. Потом взять и перестроиться в жрецов. Ну вот, 6 воинов уже есть.
Блин. Хорошая стратегия. Идиот. Взял только что и протупил жестко. Очень жестко протупил. Это такой обсер года был. Ну, ладно. Но меня вынесет вот это вот чудовище. Ай-яй-яй, антимаг есть. Ой. Как работают кабанчики? Ну смотри, у меня сейчас плюс 1 монетка, где-то плюс 2. Сейчас следующий раунд пройдет. И смотри, может прибавиться плюс 1 монетка. Сейчас раунд будет. Чё-то как-то хорошо идет. И это как-то опасно. Мне даже пришли инсектоиды. На самом деле за раунд 2 инсек это сильно. Вот на что вы меня подписываете, а? Ну сейчас же по-любому воин появится. И что мне потом с этим воином делать? Вот видишь, плюс 3 монетки. Ну, смотрите, короче, если я сейчас буду получать от воина, это вы проиграли, а не я. Запомнили? Запомнили. Все, договор у нас такой. Договор у нас... Договор у нас простой. Забрал. Это тебе показалось. Она была в Муэрте, тебе показалось, как... Вот это вот ты... Вот это вот ты смешной, боже. Я шмотку забыл вытащить со снайпера. Ну, не смейся, пожалуйста. Давай больше без таких вот шуток. Да, по типу гнезда Мамора. Вот видишь, я на 10-м раунде ее заобузил, по итогу у меня все равно плюс 1 монетка. Падла. Продадим кабана за 1 монету беспонтовую. Какая брошка? Я никакую брошку не забывал. Вы, ну, ребят. Вам все показалось. Это иллюзия. Иллюзия обмана. Я вообще предлагаю сделать шаг конем. Втихаря собирать цветку. Идея хороша. Какие фигуры кукерим? Краще продавати з більшим золотом. Почему так? Наоборот, у меня аж на 3 раунда стояло... Деньги! Чисто срубил денежки. Ребята, очень сложно играть на 6 хантах со... Ребят, ну это намек. Ну серьезно, это намек. Ну это намек. Ну что, вы не видите? Это намек. Сам бог свыше говорит, что давай. Давай. Пора. Проблема у нас то, что тут будет собираться дурной инсектоид. Вот. На майбутніх раундах більше шансів, що тобі хватить золота на процент. Ладно, пока пусть сидит там. У меня есть еще один план. Короче, можно сыграть на ведьмаках. Не, я туда не хочу пока вступать. Пока что нет. Если там будут особые привилегии, такие хорошие, знатные, то вступите сами, я не буду. Я отказываюсь. Короче, есть гениальный план. Смотрите, как он звучит следующим образом. Собираем охотников. Вот смотрите, внимательно смотрите. Вот полностью сейчас свои дела в сторону отодвинули и смотрим внимательно, что я говорю. Собираем сейчас охотников. Но сверху мы будем собирать кунг-фу. Убиваем 2 коней сразу. Убиваем воинов, убиваем всех остальных. Не приходит мантия, сливаем катку. Как вам идея? Я считаю, идеально. Ну, потому что там есть антимаг. Меня бесит антимаг. Я думаю, сейчас антимаг, если присосется, он даже в жизни никогда не перевоплотится. Хотя, на самом деле, надо посмотреть, когда он уже ко мне придет.
Это по типу переходи на темную сторону. У нас печеньки. Заманчивое предложение, я откажусь. Предложение хорошее, но я откажусь. Ну вот, смотри, сейчас 2 тени поставил. Под заказ. 2 тени и собаку сутулую на паучихе. А что за... А, я кабанчика взял. Ты до катки говорил, что в следующий раз точно получится. Обещанного 3 года ждут. Ви запитати, наші тобі два... Какие 2 клевера? Какие 2 клевера? Ну и ты уже какой раз ты уже, ну, говоришь мне за 2 клевера? Какие 2 клевера? Боже, Рома, что с тобой сегодня происходит? О каких 2 клеверах речь идет? Я его не понимаю иногда. Но он же не говорил, что получится. Верно. Так чё, как вам идея? Кунг-фу? Ну, боже, как ты хорошо идешь. У меня сейчас слюни потекут уже от таких вот хороших вот приходов. Да он пьяный. Снайпер еще в ТБ. Все в порядке. Смотри, медальон, вот медальон отдам. Кстати, а зачем я ему отдам? Вот этому отдам. Орку отдам. Вот тварь на инсектоид. Ну, как он сейчас мне на лицо присядет? А як тобі ідея покласти замість одної тені морського? А зачем мне? В принципе, можно вот так вот еще сделать. И в принципе... А что, там маг есть какой-то? Там мага как-то я как такового не вижу, кроме вот этого фрейм. Опа! Ребята, я говорил, все, ну... Винстрик, сюда! Я больше... Хотя, подождите, если он будет играть не через инсектоидов, а будет через дубликаты играть, то его взорвать можно будет, спокойно причем. И тут я не понимаю, что он хочет сделать, но скорее всего он сейчас поставит воина. Опа, 9 магов. Понял. Понял, принял. Морские же поглощают возвратный чистый урон от воинов. Нет, такое они не возвращают. Они возвращают от способностей. То есть любая способность. Чистый урон, магический, физический урон. Но главное, чтобы это была активная способность. И морские тогда возвращают урон в виде магического. Об этом я узнал недавно. Ну, как недавно, несколько месяцев. А сегодня я узнал, что БКБ контрит скилл чистый от цвет. Вы знали об этом, допустим, что цветка, когда прыгает на лицо, если у чувака есть БКБ, то она контрится. Ставь цветы кабанов с пула своего. О, если... Етишкин корень, сколько там кабанчиков вкусных уже выросло. Просто свиноферму. Так, подожди, чистый урон на то и чисто, что от него не спасает ничего. Разработчикам это скажи. Они тебе расскажут, что спасает от чего и что не спасает. Я тоже так считал, что от чистого урона не спасает ничего. До поры до времени. А от 2 пан больше шанса срабатывания синергии? Нет. Понял. Еще бета. Конечно. Еще бета-версия. Ребята, игра находится на стадии тестирования. Это альфа-тест с 2019 года. Если я не ошибаюсь, то какая еще игра? Дота ж, по-моему, официально еще находится в стадии бета-тестирования. Не, подожди. Что-то я херню какую-то сморознул, да? Какая-то игра еще находится на стадии бета-тестирования. Какая, не помню. Ребят, кто помнит, какая игра находится? Вот, Dota в бете, все верно. Значит, я правильно. Значит, я правильно вспомнил.
Дота еще в бете находится, точно. Так что, ребят, мы играем в бета-версию. Дота, которая уже сколько лет? Она с какого она года Дота? 2000... Не помню какого. Так что, пророл это на 9 хантів. Может, все-таки поставим ведьмаков, потому что тут появился воин. Тут воин есть. Я думаю, он обоссыт мне лицо. Я хочу ведьмаков, наверное, поставить против него. Ребят, ведьмаки или 9 хантов? Я думаю, ведьмаков. Тут есть воин. Обоссыт. Как только я Bluetooth гарнитуру куплю, так сразу, в принципе, можно будет попроходить новую игру. Так, сокровище Джека и мастерская Бума. Я возьму, наверное, мастерскую Бума. Ну, около 500 гривен. Что-то типа того. Немного, но пока... Пока-пока. Мне именно Bluetooth такой переходник в комп нужен. Не будет же здесь жрецов каких-то вот невменяемых? Да вроде бы нет. Сколько накопил? Я пока накопил на 0, потому что мне надо ноут выплатить. Поэтому пока ноут не выплачу, пока ничего не могу. Я хочу мантию попробовать найти. Найти мантию, поставить Манки Кинга или антимага. Тоже хорошая идея. И плюс там есть цвета. Точно. Самое главное, там есть цветник. Думал уже, во что будешь катать. Но у меня, в принципе, есть несколько игр. Меня просили записать Alien Isolation. Чтобы ты до 25 всех уже запушу. Но я воина не запушу никак. Воин меня вынесет. Как я воина-то запушу? Не, может я что-то, конечно, не знаю, но а как я воина запушу? Слабый тролль. Voice of the Void. Я на такое подсел. Надо будет глянуть, что там. Прикол в том, что у меня 4 морских стояло, которые 60% урона поглощают. Угу. Но вот я хочу вот сделать последнее, то, что написали. Тролль, иди в задницу. У меня отхила никакого нет. Проблематично. Самый прикол, что у тебя одна Муэрта и Стайр одна звезда все еще. Не снайпер и одна звезда. Но самый прикол в том, что меня 9 магов вынесло, когда я 60% урона блочу. Кстати, оденьте маги. Ну, Муэрта гуляет. Защищаемся от магии полностью сейчас. Alien Isolation у меня на телефоне стоит. В смысле? Alien Isolation есть на телефон? Ты сейчас, я надеюсь...
Это серьезно? А с каких пор Alien Isolation ну, работает на телефон? Первый вариант. Неужели вынесу его? Ну, мне просто так оптимистично Дум на лицо закинул, что мне аж прям грустно стало. В телегу скину запись, окей. Ну, это интересный вариант такой, что... А, я понял. Почему я не удивлен, что меня вынес именно он? Где он? Два воина. Сейчас мы быстренько мага вынесем. Одного из двух. Сейчас, кстати, цветка будет прыгать на меня. У меня же морские есть. С морскими я должен спокойно вынести его. Привет, привет. Вообще, на самом деле, мне надо даже не МК. Точнее, не антимаг. Хотя антимаг пойдет. Главное, чтобы мне сейчас упало то, что надо. Нужна ли мне паучиха? Вообще нужна, она мясы дает такие неплохие. Мне просто, возможно, понадобится даже не антимаг. О. О. Ты два антимага завести одного ханта. Но если придет, то да. Так, это кто был? Китаец. Это инсектоид. Лук. Тут надо тушить палкой инсектоидов. Я тоже так думаю, что нужно тушить палкой инсектоидов. Два жестких инсектоида. Один, второй. Один с обезоружием. Ого! Т3 медуза? Ну, кстати, тоже можно Т3 медузу попробовать поставить. А ты не хочешь пойти в жопу, а? Челик. Можно сдохнешь уже? А, это воин, да? Пиксинг. Нет, не воин. А что так жестко было? Так, ну судя по всему, здесь уже не появится. Ну, посохи, наверное, оставлю. Миссы. Плотно приходят, да, плотно очень приходят.
Вот как бы мясы круто смотрятся. Может, башер? Ладно, рискуем. Ю. В принципе, 120 урона сейвить будет норм. Только через кошелек. Через телеграм кошелек можно. Так, все, можно морских разбирать. Все, отлично. А, подожди, можно попрыгуни убить еще. Нужно, точнее, еще попрыгуни убить. Точно. У меня 6 морских. Че 5? Сейчас, смотрите, цветка прыгает и на лицо есть. Смотрите, смотрите, возвратка. Я сам в шоке, что я собрал только что. Так, сейчас еще... Опа, так я их всех выношу. Это даже тролль был. Знай... А можно, если он сейчас перестроится в... Смотрите, как делаем. Все, гениальный мув я сейчас нашел. Смотри, какие там... Если мантия приходит, окей. Я ее оставляю, эту мантию. Но... Если придет камень Киры, я даже не буду менять ничего. Просто под камнем Киры буду палкой по лицу горбатить. Ванга не соврала, кстати. Ну так, ребят, смотрите, записывайтесь на мои сеансы. Таролог Александр, экстрасенс Александр, вгадаю по кофейной гуще, предскажу ваше будущее по линиям руки. Ну, я же... Ну, поймите меня правильно. Зарабатывать надо. Вот все, таролог Александр, экстрасенс Александр, гадаю по кофейной гуще, по линиям руки. Что там еще можно? Гадаете? Нет, поэтому не гадаю, слишком воняет, не переношу вонь. Хватает инсектоидов в катках. На самом деле, зачем мне туда? Ну ладно. Ай, пофиг. Ребята, у меня есть интересные новости. Но знаете, в чем минус? Один хекс, и я в могиле. Кстати. А еще и дурак немного, кстати. Сумку пандамена юзнул. Вот так. Ну, всего лишь 650 урона. Все, пока. Он сдох? Выиграл? А, это же MVP, точно. Да, давненько таких каток не было интересных. Спорим, воинов поставил? А, не поставил. Ладно. Я думал, воинов поставят.
прикольно через этого рыцаря мести. Ну, кстати, да, интересненько так получилось у него. Да, успел. Знаете, почему я мантию поставил? Как думаете? А ну-ка напишите мне сейчас в чат, кто думает, почему я мантию поставил именно? Почему именно мантия? Почему не какой-то другой предмет, а именно мантия? А не понял. А, у него демон есть, тю. А я думал, почему у меня чистый урон не работает сейчас. Короче, мантия работает это на чистый урон. Обалдеть, я давно такого не собирал. А, вот чего, антимажик у него есть. Вот чё. Ну, прикольная катка получилась. Но из-за того, что... Короче, я положил мантию чисто для того, чтобы все синергии работали в одной. И у меня был один демон. И вот этот демон, он бы перенесся в медузу. И это был бы чистый урон. И тогда бы я мог оставить все как есть. Нет, тут антимаг. И из-за антимага я не смог активировать себе синергию демонов в медузу. Это реально прикольно получилось. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.